Привет, друзья! Это мое новое видео, и снимаю я его из Турции, из моего любимейшего города Стамбул. Но приехала сюда не отдыхать, как вы уже поняли, потому что последний раз мы с вами виделись в Риме, в Италии. Сейчас я нахожусь здесь, в Стамбуле, по одной большой весомой причине. Здесь живет и работает мой неповторимый доктор Георгий Биваларский, с которым 4 года назад я уже проходила этот путь восстановления, которому беспрекословно доверяю, уважаю. И заранее знала, что этот путь я хочу пройти именно с ним. Георгию хочу сказать большое спасибо за то, что нашел время, потому что он работает в большом именитом клубе Вакыфбанк, работает в сборной Турции. Сам Георгий родом из Болгарии, сам он болгарин, как и вся его семья. 4 года назад мы не только работали, восстанавливались вместе, но и стали большими друзьями. Я благодарю его еще раз за время и за то, что могу, имею возможность показать, как подходить к травме совершенно иным путем и как становиться здоровым каждый день быстрее и быстрее. Ну что, поехали, буду постепенно вам рассказывать, чем же я здесь занимаюсь, как продвигается мое восстановление и на каком пути я сейчас. В Стамбуле я остановилась в отеле. Отель вы этот прекрасно знаете, называется Анболи отель, находится в районе Бурхан-Фелек. Здесь же большой зал игровой, где проходят самые значимые игры турецкого чемпионата. Номер мой выглядит, кому интересно, довольно просто и скромно. Но здесь все есть. Здесь вот у нас вход, ванна, душ, туалет. Душ, кстати, удобный, потому что я могла здесь сидеть, стоять в первое время. Из-за того, что швы у меня не были удалены, я не могла. Сейчас я уже, как видите, хожу на своих 2 ногах, а прошло почти 2 недели после операции. То есть я хожу без бандажа. Вот, вы можете видеть меня в это зеркало. Спокойно перемещаюсь. Нога затейпирована. Жора меня подстраховал. Жора Георгий. И выглядит она вот сейчас таким образом. Вот моя обитель. Моя кровать, мои вещи. Все скромно, но удобно. Здесь все для того, чтобы я восстанавливалась. Вот этой штучкой я больше не пользуюсь. Уже достаточно давно. Это бандаж, который держал мое колено первые дни. Так что добро пожаловать в мой мир. А теперь немножко про мое восстановление. Я всегда говорила и считаю, что любая терапия должна быть только индивидуальной. Естественно, существует стандартный протокол восстановления после каждой травмы. Какой бы она ни была, порвали ли вы мениск, или у вас порван передний крест, болит спина и так далее. На каждую болячку есть свой протокол, есть свой метод лечения. Но мы все разные, люди разные, образ жизни у нас разный, физическая подготовка, генетика и так далее, и так далее. Я только за индивидуальный подход. Поэтому следовать стандартному протоколу, неважно, в какой клинике вы восстанавливаетесь, это может быть бюджетная клиника, бюджетная реабилитация или наоборот, в супер модной и новомодной клинике проходит ваше восстановление, реабилитация, не дает вам гарантии индивидуального подхода, потому что протокол один, а люди мы все разные, и тело наше разное. Так вот, с Георгием мы идем совершенно другим путем. Еще 4 года назад я поняла, после того, как начала восстанавливаться в очень именитом большом госпитале, о том, что такой путь мне не подходит. Мое тело не восстанавливается, мое тело имеет нюансы, которые нужно корректировать, над которыми нужно работать, мобилизировать и так далее, так далее. Находить свой баланс, благодаря которому мое тело само находит правильную амплитуду и восстанавливается. По правилам моего последнего места, где я оперировалась, моего последнего госпиталя, Вилла Стюарт, у них тоже есть протокол, естественно.
Я должна 4 недели как минимум спать и ходить в бандаже, выполнять очень простые упражнения, но тело мое имеет свою историю, имеет причину, по которой произошла травма, имеет нюансы, над которыми нужно работать, которые не позволят мне согнуть и разогнуть ногу, которые не позволят моему телу работать в балансе, будет много перекосов. И чем больше вы тратите это время, тем больше ваше тело адаптируется к новой реальности и забывает, как правильно и как нужно. И вот тогда, если вы теряете это время, становится очень трудно. Моя ситуация сейчас иная, действую совершенно по другому протоколу. Но, возможно, если меня будут смотреть реабилитологи, доктора и так далее, они в чем-то будут не согласны. Но это мой путь, мой результат и важность того, что я хочу с вами поделиться этим, чтобы у вас был тоже вариант, а как может быть по-другому. Колено мое сейчас затейпировано, но вы уже можете видеть, что оно не опухшее. Есть, конечно, небольшая разница, потому что еще швы. Только 2 дня назад я сняла швы. Здесь заклеены все остальные мои шрамы. Вы видите, один из них. Но я уже очень активно могу двигать ногой, сгибать, разгибать. Амплитуда повышается с каждым разом. Посмотрите, уже большой угол, больше 90 градусов. Что не может меня не радовать. Плюс еще тейп не дает мне сейчас согнуть ногу больше и показать вам. Но амплитуда большая. По моим движениям вы видите, что мне не больно. Я могу вставать, ходить. И это все прогрессирует с каждым днем, с каждым моим новым упражнением и работой над собой. Все идет наилучшим путем. И про этот путь и есть мой рассказ. Ну что, наконец-то я могу вас познакомить с своим супердоктором Георгием Биволарски. Я про него много рассказывала. Это Георгий. Привет. Finally, I can represent the best doctor in the world, Георгий Биволарски, and I'm so happy to work with him. I don't want to say I'm happy to work with you and recover again, but I'm so happy you stay with me in this way. Сейчас наконец-то буду вам показывать, что мы делаем, потому что тут такие необычные штуки. So this is one special multi-layer lymphatic drainage bandage, which have a goal to drainate all the excessive liquid to the lymphatic system, not to the veins. So it should not come back again. And after we remove, you'll see the result. Из-за того, что после операции прошло не так много времени, сегодня 17-й день, лимфатическая система еще не работает так, как должна работать. И мы помогаем ей благодаря этому тейпу компрессионному. Уходит лишняя жидкость из колена, я могу свободнее двигаться, появляется больший объем движения. И сейчас покажу результат. С таким тейпом я в сутки уже хожу. One day I use this, huh? Keep it. Yes, Keep 24 hours. 24 hours. Because of many scars of the surgery, the lymphatic system is damaged and it's not draining the liquids properly. That's why we need to help and try to find a new pathways for this excessive liquid. Так это выглядит внутри под тейпом. Это вата, которая создает более сильную компрессию, и сверху мы накладываем тейп, чтобы он уже стягивал все это. Сейчас мы это снимем и покажу, как выглядит колено после. Под тейпом еще один тейп. Under the tape, one more tape. Yes. Tape is our life. You make joke because I have color like Germany flag. Yes. Kinesia. Make Russian flag. Totally different, huh? Yeah. About the size, my knee. Yes. So skinny Big now. difference. Hopefully you have pictures to share. Yes, I will. А теперь смотрите разницу. Она минимальна. Это здоровое, это колено, которое сейчас восстанавливается. После тейпа выглядит супер. Now we have a chance to ask Joro about very important first step after this big injury. So it's very important what is the recommendation of the surgeon, because he was inside and he checked everything, he knows the elasticity of the ligament, everything.
and according to the recommendations, we need to individually check the needs of the person who will recover and try to improve every element of the leg, not only the knee. We need to take care for the scars, we need to take care for the excessive liquids, and then we need to start to improve the mechanics. For example, in this case, there were several scars, there were a few neurological pains because of the scars. Patella is really situated inside, which didn't let the knee to bend, which also compressed the bursa and the knee was more swollen. So individually we need to analyze and try to improve step by step. It's like one puzzle. We need to make the puzzle full. Жорко, what we do? We rotate your tibia. We are releasing the IT bend, which let us to bend the knee more. Because of the composition of the tape, we don't let any stress in the knee, and all the stress is in the intermedius and all the quadriceps heads. And slowly we are bending More. the knee, just to improve the gliding in the tissues, the gliding inside the joint. Slowly to release the tension and also the scar tissue from the surgery. Basically we can bend much more than this, but this is now like a preparation. Сейчас новое делаем упражнение, new exercise. Like this or yes, more? My memory from Olympic Games. Okay, perfect. You have to have full contact with the Yes. toe. Now So we the idea is this: when we pronate the feet, we are rotating the tibia inside. There is zero stress in the ACL like this, and the knee straight. IT band is loosened. Have biceps can work much more, and we are releasing the other part of the hamstring, which is very tight, especially after surgeries of this way. But I will do now deadlift one leg. Plus the medial head of the calf of gastrocnemius is very tight like this. Will force it to work eccentrically and to be more relaxed. Постараюсь сделать вам видео и показать, что же за упражнения мы делаем, потому что снимать некому. Делаю я на одну ногу deadlift. How say in Russian deadlift? Single leg deadlift. Single leg. Romanian deadlift. Romanian deadlift. Ну, смысл вы понимаете, больше показать не могу, потому что нужно делать. Георгий разворачивает тибию и Femur. фемур и делает мою ногу более стабильной. Браво! First I wanna show how I bend my knee. Congratulations. It's amazing. Today 17 days after the surgery, and I start to work with Jora 1 week ago with my Georgi. I come like this. Now it's like this. Okay, let's start. Find the exercise. So this is our yoga master doing a warrior position, warrior Don't forget to pose. say very expensive yoga master. Very expensive yoga master, and we try to stay several minutes
Hopefully after a few days she can stay a few hours. Don't push me up now. I know it's heavy, but Straight? yes, like don't push up. Uh-huh. Keep it. Like use the adductor also. Can you turn this? Push now with the toe. You can hug now. Hug. Hug. Yes. More. Close to your chest. Go now. Push here. Now go very slowly down. Go, 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 go up. Slowly down. Control. You can do 2 more. Go. And go. Now. Мы записали первую небольшую часть видео моего восстановления, моей подготовки. Сейчас скажу по-русски. Главная идея от меня – то, что вы должны доверять своему доктору, своему терапевту, не бояться, потому что есть много моментов, которые сковывают, где больно, где много дискомфорта. Но когда вы доверяете рукам своего доктора, все намного легче. А сейчас я хочу, чтобы Георгий сказал свою главную мысль этого видео на английском языке от себя как от профессионала. А это же всегда пытка очень. Всегда надо делать много пыток. Мы смеемся, потому что каждое упражнение, каждая мобилизация мы называем пыткой, потому что это такое преодоление своеобразное себя, своего тела. Но опять же говорю, когда ты в доверии, то намного легче и проще все. Let's start to speak English. Okay, so the main part of our work last few days was to activate all the muscle which are related with the knee stability, of course without to put any stress in the ACL region, and we try to use many different ways to activate the same movement or muscles. Of course, in this type of rehabilitation, sometimes we care more for the separate muscle, but most of the time we care more for the movement. So it's important for walking example, it's very important to have good control in hip extension, good control in hip internal rotation, knee extension, dorsiflexion in the ankle. So in the video you can see that we use many different ways to activate and improve the range of motion with exercises. But strange exercises, when you see the first time, we can understand like what are they doing. But it's special, and body work special, and individual. This is important. This is important. And functional. When it's functional, it means that it's close to the movement, close to walking, close to running, close to sitting. So the idea is this, or close to ancestor movement, how we're doing some animal movements which improve a lot the feeling in the knee and the control there. Thank you, Jorka. Thank you.
See you in the next video. We continue to improve and continue to share with you our rehabilitation and good mood. Alright, see you. See you. Bye bye.